Здрасте, товарищи, я Артемий Троицкий, и вы смотрите видеоэпопею «Популярная советология». Сегодня у нас будет не сюжетная серия, так что я даже не знаю, можно ли это назвать, скажем так, 9-й серией, скорее 9-й выпуск поп-совета. Потому что сегодня я буду отвечать на вопросы, которые поступили в связи с первыми 2-3 передачами. На сайте вопросов я получил очень много. И вы молодцы, очень правильно делаете, что присылаете эти вопросы. Они меня очень часто наталкивают на какие-то правильные мысли и решения. Вообще приятно очень иметь обратную связь. Многие присылают, кстати, даже не вопросы, а какие-то довольно длинные тексты, вспоминают собственное советское прошлое, рассуждают о настоящем и будущем и так далее. Спасибо большое. Я все это получаю, более того, все это читаю. Оставлять это лучше всего, сразу говорю, в комментах. В комментах на YouTube. То есть там есть вот эти самые все мои серии поп-совета, и, соответственно, есть строчка «Комментарии», и там надо оставлять вопросы. Вопросов там очень много, там 200, 300, полно. Но не беспокойтесь, до каждого вопроса я рано или поздно доберусь. Ну, а сейчас поехали. Вопросы буду читать просто в разбивку, примерно в той последовательности, как они поступали, совершенно, скажем так, не по темам. Хочу сразу принести извинения. Я говорил о полете Гагарина, который я запомнил еще, находясь в детском саду. Я сказал почему-то 22 апреля. Нет, 22 апреля – это день рождения Владимира Ильича Ленина. Другая красная дата советского календаря. А Гагарин, естественно, летал не 22, а 12 апреля. Это я просто оговорился. Вообще говоря, полет Гагарина – это, для меня это единственный такой реальный великий успех Советского Союза. Пожалуй, больше я, кроме вообще вот всего того, что связано с началом освоения космоса, больше ничего, пожалуй, что и назвать не могу. Как удалось откосить от армии? У меня будет тема под названием «Армия в СССР». Там я об этом расскажу более подробно. Но могу сказать, что я откосил по статье 4. 4 то ли А, то ли Б, уже сейчас не помню. Статья под названием, точнее с формулировкой «Сильная степень заикания, вызванная травмой черепа». Я на самом деле довольно сильно заикался. И, в общем-то, мне несложно было слегка пропедалировать свою степень заикания и сказать, что она вызвана травмой черепа, хотя травмы черепа у меня, честно говоря, не было. И, в общем-то, хорошие ребята, врачи, меня таким образом легко и с полным на то основания отмазали. Большинство, естественно, косило по другой статье. Как вы оцениваете уровень культуры советского народа 70-х, 80-х годов? Если говорить о людях образованных, интеллигенции и так далее, то, в общем-то, достаточно высоко, потому что, конечно, части мировой культуры советские люди вообще не знали и знать почти не могли, поскольку она была в стране запрещена. Но, скажем, классическую культуру, литературу, музыку и так далее, также кое-что из современной, скажем, советской литературы и искусства, люди, в общем-то, знали довольно неплохо и, по крайней мере, этим живо интересовались. В театры ходили, кинотеатры были забиты и так далее. То есть я не могу сказать, что культура в Советском Союзе в 70-е, 80-е годы игнорировалась. Какая была разница в доступности разных продуктов в зависимости от региона? Я об этом говорил. В Москве и Ленинграде было среднее, в Балтийских республиках было получше, в провинции, как правило, было совсем плохо, если не считать там всяких специальных закрытых городов, где было специальное снабжение, там было примерно так же, как в столицах. Поколение дворников и сторожей, почему это было возможно, высказывается предположение, что потому что все было дешево. Да, это на самом деле так. В общем-то, в Советском Союзе можно было реально жить за копейки. Все было очень и очень дешево. Естественно,
если вы не были клиентом там черного рынка и так далее, где все было очень и очень дорого. Вот. Но вот какие-то элементарные доступные советские вещи и в плане жратвы, и в плане одежды и так далее, в общем-то, можно было покупать почти за даром. Поэтому люди вполне могли уходить в подполье, работать дворниками и сторожами или не работать вообще, как я, и при этом вполне неплохо и весело сводить концы с концами. Это было одно из несомненных достоинств, если можно так сказать, советской системы. Дешевизна всего. Сложный вопрос по поводу академика Вернадского, но сферы, его теории и так далее, боюсь, что не могу на него сейчас ответить. Попробую, может быть, как-нибудь более подробно к этому обращусь. Были ли в Советском Союзе, или точнее, правда ли, что в Советском Союзе жилье было бесплатным? Да. В Советском Союзе в городах квартиры доставались людям, как правило, абсолютно бесплатно. Но это было сопряжено с некими процедурами, которые могли занять много-много лет. То есть люди стояли годами, иногда десятилетиями в очередях на бесплатную квартиру. Или им эту квартиру предоставляла, значит, городская власть, или они ее получали от своего завода или учреждения и так далее. Но это было не просто так, это, в общем-то, иногда занимало огромное количество времени. Если у вас не было каких-то специальных льгот, каких-то специальных привилегий, скажем, вы родили там несколько детей, да, тут же вы могли встать быстренько, как многодетная семья, на очередь, сначала на учет, потом на очередь, и вам давали, скажем, трехкомнатную квартиру. Ура, ура, и совершенно бесплатно. Те люди, которые не могли ждать в очереди, и у которых не было, собственно, никаких вот этих льгот, привилегий и так далее, скажем, мои родители, у которых я был единственным ребенком, они могли купить кооперативную квартиру. И это уже было за деньги, это уже была покупка. Скажем, наша квартира стоила, по-моему, 15 тысяч рублей. Можно было ее купить в рассрочку. Это вполне допускалось, как теперь в ипотеке. Вот. Но это было уже отнюдь не бесплатно. Так что вот такая вот в Советском Союзе существовала система. Как было с этим в сельской местности, честно скажу, не знаю. Спекулянты и форцовщики, рассказать об этом. У нас будет тема, может быть, даже растянется на 2 выпуска, поскольку об этом я много чего знаю, в том числе и эксклюзивной информацией обладаю. Так что про спекулянтов, форцовщиков, черный рынок и так далее у нас будет детальный разговор. Галичи барды, рассказать об этом. Опять же, у нас будет и музыкальная тема в нескольких сериях, советская музыка, где, естественно, будут и барды тоже. Кроме того, у нас еще будет тема «Шестидесятники», к которым Александр Галич, Владимир Высоцкий, Юлий Ким и так далее прямо и непосредственно относились. Так что бардов мы оближем с разных сторон. Как было в Советском Союзе с музыкальными инструментами, а также просьба рассказать о квартирниках. Значит, о музыкальных инструментах я опять же расскажу в 2 выпусках. В следующей нашей программе речь пойдет о так называемых культ-товарах. Культ-товары, в том числе музыкальные инструменты. Каков был их ассортимент, выбор, цена и так далее в Советском Союзе. И кроме того, естественно, у нас будут и чисто музыкальные главы, где тоже, возможно, я о музыкальных инструментах, уж тем более о квартирниках поговорю, поскольку я, на самом деле, был едва ли не первым организатором этих самых квартирников. Возможно ли звонки в студию? Вот как сейчас, например. Нет, к сожалению, нет. Популярная светология выходит в эфир в записи. В записи она выходит в эфир, поэтому звонить невозможно. И, как я уже сказал, присылайте, пожалуйста, вопросы в своих комментариях на YouTube. Все буду читать, на все буду, или, по крайней мере, на все вопросы, которые мне кажутся маломальски интересными и стоящими, я буду отвечать.
Советская нафталиновая эстрада versus андерграундовый рок. Ну, естественно, об этом я тоже буду много говорить в музыкальных передачах. Это у нас будет «Как обстояло дело в Советском Союзе с флиртом и сексом». Очень хорошо обстояло дело в Советском Союзе с флиртом и сексом. И этому у нас тоже, естественно, будут посвящены отдельные серии. Ну, я не знаю, может, уместится в одну серию, хотя секс вообще такая тема необъятная. Думаю, что, может быть, даже на 2 серии потянет у нас секс в СССР. Как я избавился от заикания? Но это вопрос как бы совсем не по теме. Вот, заикание, как я уже сказал в самом начале, у меня действительно было и довольно сильное. Избавился я от него, как-то не странно уж скажу, поскольку, понимаю, что это, наверное, собрат по несчастью спрашивает. От заикания я избавился самостоятельно. Я ходил ко всяким знаменитым логопедам, там и прочее, и прочее. Один даже у Тарковского в фильме засветился. Но, в общем-то, как-то это мне не особо помогло. Я придумал собственный способ избавления от заикания, а именно я сам стал загонять себя в максимально стрессовые ситуации. То есть я заикался, когда волновался, когда у меня был какой-то стресс, там, скажем, когда отвечал у доски в школе, в старших классах. Вот я стал себя сознательно загонять в стрессовые ситуации, и там брать себя в кулак, максимально концентрироваться и говорить, вот так вот, против лома нет приема. Вот. И таким образом я, не то чтобы стопроцентно избавился от заикания, в общем-то, какие-то маленькие шероховатости у меня и сейчас имеются, но, в общем, все стало на свои места. Благодаря тому, что я стал лектором, диск-жокеем, ведущим концертов и так далее. То есть отчасти это было для меня такой антизаикательной терапией. Опять вопрос про секс. Был ли в СССР запрет на 69, групповуху и так далее? Нет, не было в Советском Союзе запрета на 69, групповуху и прочее, сексуальное развлечение. Групповуху, но это имеется в виду групповой секс, в общем-то, практиковалось очень часто и не только в хиповых коммунах, но и на комсомольских вечеринках. Так что, в общем-то, с сексом дела в СССР обстояли максимально разнузданно. И мы об этом поговорим. Пишут про меня, что вот я мажор, всегда у меня под ногтями оставалась чистота. Кстати, спасибо, это цитата из песни моего покойного друга Мамонова Петра Николаевича. До какой-то степени, наверное, да, я был мажор, чистота под ногтями большую часть времени оставалась, хотя я и на сельхозработы тоже ездил. Вот. Но это было не потому, что я там был какой-то номенклатурный паренек. Не был я номенклатурным парнем. Я уже говорил, что единственный раз меня угораздило жениться на номенклатурной девушке, но были мы с ней в браке меньше года. А так нет, в общем-то, я просто жил так, как хотел. И, в общем-то, этого было достаточно для того, чтобы вокруг меня сохранялась чистота. Спрашивают про советские психоделические мультики 70-х, 80-х годов. Вот я не до конца понял этот вопрос, то есть я помню только психоделические мультики типа «Ежик в тумане» режиссера Юрия Нарштейна, с которым я даже был немножко знаком. Вот, если вы имеете в виду какие-то еще психоделические мультики во множественном числе, то, пожалуйста, укажите, какие именно, может быть, что-нибудь расскажу. Но вообще, конечно, советские мультфильмы – это была очень серьезная и очень симпатичная история. Просят рассказать о субкультурах, стиляги, панки и так далее. Вот это уже тянет не на тему, а на целый цикл. Так что я не исключаю, что после того, как закончится популярная советология у меня, я продолжу, свою просветительскую деятельность циклом о субкультурах в России, может быть, и не только в России, но это будет такой большой исторический цикл, потому что, скажем, в моей книге «Субкультура», есть такая книга, кстати, даже в России вышла, в том числе в 2019 году, так называется «Субкультура», Артемий Троицкий. Но сейчас там, естественно,
Если продается, то сплошь иноагент. Там я начинаю с денди и декабристов в России, то есть с начала XIX века. Так что очень может быть, что такую тему я после популярной советологии протащу у нас тут на РУ-ТВ в живом уголке. Сева Новгородцев. Сева Новгородцев мы прекрасно знакомы, милейший человек. В последнее время, правда, совершенно не общаемся. Да, естественно, Сева Новгородцев, надо сказать, если кто не знает, это диктор BBC, который был очень популярен в Советском Союзе в застойные времена, во второй половине 70-х и начале 80-х годов. Я навещал Севу Новгородцева в Лондоне. Я первый, кстати говоря, его представил на советском телевидении, на первой программе советского телевидения, в программе «А». Сделали мы с ним интервью, он ко мне домой зашел в Лондоне. Сидели у камина, значит, я его расспрашивал. Сейчас Сева Новгородцев живет таким довольно-таки отшельническим образом, в Болгарии, как-то ни странно. И я с ним, честно говоря, уже очень давно и не виделся, и не переписывался. Но он жив точно, но я очень надеюсь, что и здоров тоже. И последний вопрос на сегодня, потому что, да, уже время у нас истекает. Спрашивают про мои отношения с родителями. С родителями у меня были отношения, на мой взгляд, почти идеальные. То есть я бы сказал, что отношения у нас были дружеские. Родители мною, если и старались понукать, то очень ненапряжно. Я родителям, если и дерзил, то тоже так достаточно мягко. В общем-то, мы все жили как бы своей жизнью, при этом уважали друг друга, уважали вкусы друг друга. Папа мой интересовался исключительно историей и политикой. Мама интересовалась классической литературой, классической музыкой Англии, Франции и так далее. Опять же, скорее классическими, нежели современными. Я интересовался, сами понимаете, всяким рок-н-роллом и прочим этим свистоплясом. Соприкосновения у нас были минимальные по интересам, но в бытовом отношении, в общем-то, был полный взаимный респект, за что я своим родителям очень и очень благодарен. Я с ними продолжал общаться, в общем-то, до конца их жизни, и, слава богу, отношения сохранились хорошими навсегда. Все, я ответил на первую часть ваших вопросов. Следующая наша программа будет «Культтовары». Я уже об этом говорил. Культтовары, хозтовары, немножко о шматье и так далее. Опять же, в плане снабжения в Советском Союзе. А после культтоваров, я думаю, что я отвечу на вторую часть ваших вопросов. Это был Артемий Троицкий, популярная советология. Всем счастливо.